Черемуха. Друзья, всем привет! Началась вторая половина мая, погода у нас так и не стабилизировалась. Находимся мы в средней полосе России, Нижегородская область. Сегодня у нас 10-12 градусов тепла, ночами опускается до +2. Сады у нас еще не цвели, поэтому никакого медосбора еще не было. Пчел приходится подкармливать. Единственное, что пыльцу они вовсю таскают, потому что у нас цветет и ивняк, ольха, орешник. Ну, еще тут по мелочи что-то. Ой, они прям это... Пирги сейчас заготовят себе. Да, заготовят себе пирги. О, красавица наша. Смотрите. Фотомодель. Да, можно было сфоткать ее. Ну ладно уж. Обойдется как-нибудь без этой популярности. Но не атакуют они нас, не жаль. Вот смотрите, наши пчелки спокойно работают. Нам только им сейчас воды надо принести. А то сейчас доснимаемся, как обычно, уедем, ничего не сделаем. Зато покрасуемся. Такая красота. Супер вообще. Настроение, прям радость. Может, мы с тобой мед будем качать скоро майский? Вообще мы заинтересовались нашей медоносной базой, которая у нас находится в непосредственной близости к нашей пасеке. Самое первое, самое главное, наверное, наша гордость – это то, что в 5 метрах от ульев у нас находится липовая роща. Лип, не знаю, как достаточно для медосбора или нет, но их тут порядка 40 штук. Уже взрослые такие деревья, достаточно большие. А также, так как мы находимся в такой лесной зоне, у нас в основном это лесное разнотравье. Иван-чай, кипрей, кустики всякого чертополоха, борщевик попадается. Ну, в общем, вот такое вот разнотравье. Также у нас тут достаточно много пыльценосов. Вот большущий орешник вот у нас стоит. И таких вот несколько штук тут есть на участке. Дальше у нас в метрах 100, наверное, 300 очень много ольхи, который тоже является хорошим пыльценосом, ранним. Вот. Ну и между делом мы задумываемся, как еще можно расширить нашу медоносную базу. Для этого у нас есть большой участок, есть возможность рядом с деревней, территорией внутри деревни где-то что-то посадить. И мы хотим посеять фацелию где-то небольшими участками, где-то мордовник, синяк, в общем, всего по чуть-чуть. Также мы купили белый клевер. Мы его покупали как газонную траву, ну и плюсом будет то, что когда он цветет, будет возможность собирать нектар пчелам. Еще мы недавно съездили в питомник, купили 2 куста желтой акации, посадили. Будем смотреть, приживется она или нет, и, возможно, дальше будем расширяться. Ну, кроме этого, кстати, мы всякие кустарники, всякую спирею, как это называется, снежный ягодник, всякие цветы, там, как они называются, октябринки. И еще много цветов, которых я даже не знаю названия, которые поздней осенью цветут, многолетники. И пчелы очень хорошо обсиживают эти цветы. Вот. Расплод выходит частью. А теперь вернемся к главной теме наших роликов. Это пчеловодство. Что же происходит на нашей пасеке? 3 семьи, которые мы привозили в апреле. Сейчас наблюдается небольшой просадок в силах семьи. Зимняя пчела, которая зимовала, отошла. На замену ей вышла молодая пчела, которой недостаточно много, поэтому сила семьи недостаточная, маленькая. Наши семьи, которые зимовали у нас, немножко развиваются получше. Расплода там побольше, рамок побольше уже стоит, то есть пчелы больше. По нашему предположению, почему так произошло, за теми семьями, которые мы привезли
никто не ухаживал, не обрабатывал, не подкармливал. Ну, в общем, никак не следил никто за силой семьи. С нашими ульями хоть какой-никакой пчеловод работал. То есть мы, когда надо, обрабатывали, подкармливали, когда надо, вот, расширяли, когда надо. Вот. Поэтому, как мы думаем, что мы не бесполезны оказались в этой системе. Так, вот столько расплода. Напоминаю, 13 мая 2022. Смотрим первую семью. Синий улей, номер 4. Ну вот там столько трутня уже, да, у нас? Там надо отламывать, наверное, вот эти вот наросты. Да. Я их даже отломлю немножечко, чтобы они не мешали. Посмотрим, есть ли клещ в этих, может быть, как там говорят. Нет ничего вроде. Зоотехнический метод. Зоотехнический метод, да. Так, Маточники есть, нет? На рамке. мисочка есть. Мисочка есть небольшая, да? Ну, что там, есть личинка, нет? Да нет. Пустые мисочки. Просто они тренируются, тянут. Учатся. Ну, какие-то, может, тренировочные, какие-то могут уже быть. И в этом году у нас появилась возможность поработать на современных ульях ППС, ППУ. Мы в них уже пересадили семьи и посмотрим, как они развиваются в них. На данный момент уже можно сказать, что они опережают в развитии остальные семьи. Не знаю, заслуга это ульев или нет, но факт остается фактом. Только пришли на пасеку. Смотрите. Инна напуганно говорит, может быть, несут. Ой, может быть, рой у нас вышел. Нет, у нас что-то зацвело. Что-то обильно зацвело. Потому что они обножку тащат, посмотри, они даже не умещаются все в витки. Вот такая очень контрастная картина. Смотрите, о чем говорит. Можно, кстати, все-таки, наверное, смело озвучить эту информацию, да? Сила семьи у всех была одинаковая, а вот весеннее развитие у всех было по-разному. Да нет, и сила семьи изначально была разная. Ну, вот этот улей, это улей с водой, который был зимой. Проблемный улей, скажем так. Мы его пересадили в бининхаус. Ну вот смотрите, пчелы вышло много. Лысонь тоже очень радует расплодом. Мы об этой информации не говорили. Пчелы вон с обножкой врезаются у нас. Пока мы стоим, снимаем. Кстати, сразу видно, какая из семей посильнее, да? Я осматривала 5 дней назад. Ага. Я как бы знаю, что вот этот улей и вот тот вот. У них уже рамок много и пчелы много. И видно по ним, да, что там прям жизнедеятельность кипит, бурлит, там как много пчел летает возле них. А вот это вот, например, смотри, вот, видишь, слабенько как летает. И рамок 6 штук. Ага. Да, можно и так вывести из роевого типа. Очень много маточников. Да, везде. Вот маточник. В середине, вот. Вот видишь, тут вот этот, в середине, вот с этого края. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить за информационную поддержку всех пчеловодов, которые держат с нами связь, делятся опытом, советами, отвечают на наши глупые вопросы, по 10 раз, по 20 раз объясняют одно и то же, что очень важно для нас. Спасибо вам большое. Агар какая-то. Ты меня снимаешь, что ли? Вот он у нас и не дымит. Ну, вроде нормально. Не прогорел. Оп, оп. Кстати, мы изучаем
материал про замену маток, потому что мы собираемся поменять маток во всех наших ульях. Вот. И на днях, так как семьи у нас все с роевой пасеки, ни одной матки меченой нету, на днях занимались этим делом. Вот. Пометили 5 маток, и в 2 ульях она у нас не была найдена. Поэтому сегодня, если вдруг она попадется на глаза, мы ее с вами пометим. Чуть попозже расскажу про то, что мы... Или сейчас рассказать? Расскажем вам немножко о наших предстоящих планах. Итак, на данный момент мы изучаем изоляцию маток. Вот такие изоляторы Миленина мы заказали на Авито, которые встраиваются в рамочку, и маточка изолируется туда. 2 главные причины, почему мы хотим заняться этой изоляцией маток. Во-первых, мы хотим избежать роения. Во-вторых, мы хотим хорошо, качественно обработать от клеща. Вот. Вот. И для этого, вытекающий из этого вопрос, так как мы будем менять маток, и так как нам этих маток надо будет как-то найти, чтобы их заизолировать, мы на днях их пометили. Вот. В 2 ульях матка не была найдена, поэтому сегодня, если мы ее увидим, то мы ее, наверное, сразу посадим в изолятор. Вот так. Мы ее даже метить не будем. Ну, я одета. Поехали. Все? В установке этих изоляторов и вообще в изоляции маток очень много всяких тонкостей, вот, о которых нас предупредили. Поэтому, если вы соберетесь это делать, вам надо найти знающего человека, который будет вас курировать, оповестит о всех этих тонкостях. Вот. На нас не смотрите, мы сами ничего не умеем, ничего не знаем. Вот. В общем, вот. Их все меньше и меньше почему-то. Семья, вот, которую мы привезли. Бесплатный, да, семья. Даже я последний раз смотрела, поставила вощину им. Строит очень плохо, очень долго. Вот эта вот семья, которую мы привезли, вот такой вот язык. Это еще обрезанный, тут еще был, вот мы в рамку его сделали. Вот расплод весь вышел, который здесь был. Перги они немного натаскали. В общем, мы ее сместили. Так как расплода тут никакого нет, мы ее смещаем в край и вместо нее подставляем сушь. Вот. А эту мы выбраковываем рамку. Как обстановка в семье? Обстановка в семье что-то не очень хорошо. Вот всего у нас 6 рамок, из них 1 вощина полуоттянутая, 2 медовые рамки и, собственно, пчелы-то вот 2-3 улочки. Если поймаем рой, то мы их подсилим. Да. Возможно, и объединим с какой-нибудь из таких же слабых семей. По этой семье, что скажу, семья очень слабая, очень просела. Всего 2-3 рамки с расплодом. Ее надо будет как-то подсиливать, либо объединять. Сейчас мы посмотрим остальные вот эти вот семьи, которые недавно привезли. Если будет такая же слабая, мы их объединим. Вот. Либо поймаем рой, подсилим. Что-то будем думать. Но сейчас мы посмотрим вот в наших ульях, которые из сэндвич-панелей. Тоже просевшая семья. Посмотрим, насколько здесь отличается. Возможно, дело в ульях. А нет, смотри-ка, покажи. Ну так, пчелы-то поболее. Сейчас тут 10 рамок. Сейчас будем смотреть, насколько они. Вощину ставила не 8 числа, до этого, 5 числа. 5. У меня там в тетради записано. Здесь мы сейчас будем изолировать маточники. Медовая рамка. И тут расплод.
И мисочки вижу. Ищем сразу, наверное, матку, потому что мы ее будем сейчас сажать в клетку, арестовывать ее будем. По-моему, в этом улье матка такая интересная была, с такими ногами мощными, вообще прям как паук. Ползают трутни, не так много, но они есть. И есть трутовый расплод, тоже немного. Тянут мисочки, в общем, они у нас в предроевом состоянии, получается, если верить книгам. Вот. Сфокусируйся сюда. Это маточник. И он уже запечатан. Семья находится в роевом состоянии. И я не знаю, когда она в роевом уже состоянии, она выйдет из него или нет. Там уже большая личинка. И что ты советуешь? Ну, я думаю, по крайней мере, не надо было его обрывать. Может, у них матка тут старая. Ну, если они в роевом, то они не один маточник сделали. Ну вот сейчас смотри второй и, наверное, это... Может, сейчас вторая матка там найдется еще. То они сейчас у нас будут не работать, ничего не делать. Будут только роиться. Ну, вот смотри, вот ситуация спорная такая с маточником. Вот матку мы здесь не меняли, мы не знаем, что за матка. Если они сейчас будут выводить, мы месяц потеряем. Вариант один тогда — обрывать маточники и покупать плодных маток. Но, а если у нас не будет тут маток или много АЕС и всяких, но месяц терять точно не хочется. Поэтому давай, наверное, изолируем, может быть, действительно. Где? Да, везде. Вот маточник. В Вот. середине, вот. Вот видишь, тут вот этот в середине, вот с этого края, вот здесь, вон. Ой-ой, сколько маточников. Обалдеть. Прошла ровно неделя с последнего нашего осмотра. И сейчас мы смотрим этот улей, а тут уже пчелы в роевом состоянии. Много маточников. Уже есть и запечатанные маточники, и еще не запечатанные. Вот. Мы берем тайм-аут на обдумывание ситуации, что делать нам дальше. Мы привезли второй улей. И сейчас, если мы визуально не отыщем матку, будем, значит, просеивать через ганимановскую решетку и будем арестовывать матку в изолятор. Было у нас несколько идей. Хотели сначала сделать отводок, то есть размножить еще эту семью на 2, но потом мы подумали, что и так много семей, и так мы не то чтобы не справляемся, но знаний нам не хватает. Вот, и решили все-таки оставить одну, но сильную. Вот, давайте с нами посмотрим, что у нас получится, что мы сделаем. Коля, одевайся быстрее, пока тебя не покусали. Возьми, постряхивай. Друзья, мы допустили огромную ошибку. Осматривая семью, мы увидели большое количество маточников, и весь расплод, который был в улье, был закрытым. Из этого мы сделали вывод, что семья находится в роевом состоянии. Все маточники мы удалили, стали искать матку. Визуально мы ее не нашли, поэтому было решено просеивать пчел через ганимановскую решетку. Просеивание результатов тоже не дало, матку мы так и не нашли. Отсюда мы сделали вывод, что мы придавили матку. И, в общем, семья осталась без матки, поэтому были потянуты маточники. Так как маточники мы аккуратно старались удалять, несколько штук мы обратно прилепили к рамке и поставили в эту семью. Дальше мы хотим поставить рамку открытого расплода, чтобы пчелы оттянули себе еще маточников и вывели неплодную матку. Так как сегодня 18 мая, облетаться матка сможет еще не скоро из-за погодных условий. Мы так и так собирались во всех семьях менять маток. И приобрести мы их сможем в июне. То есть до июня нам надо семью как-то сохранить, чтобы она у нас не отрутневела. И вот молодая
неплотная матка их как бы будет сдерживать. А в июне, когда мы получим уже плодную матку, мы поменяем ее и надеемся, что у нас все будет в порядке. Так, ребят, ловим матку. Нашла? Да, я-то нашла, она убегает. Ты больно долго, Коля, все делаешь. Все? Так, метим матку. Смотрите, как это Инна делает. Ну, я впервые это делаю. Инна это делает колечком впервые. Так, держишь? Могу рамку подержать. Надо всех этих цветов. Они вот мешают. Может, давай подержу рамочку, а ты возьми в руки. Я держу рамку, держу. Бери маркер спокойно, я держу матку, ой, рамку. Я матку Да. хочу ограничить. Получается? Да возьми ее в руки, как ты брала до этого. Ушла она? Ага. Коля, Не паникуй. да не надо на меня забираться. Возьми ее аккуратненько сбоку. Ага, молодец. Так, теперь нам надо ее Посушить. посадить в изолятор. А, все. Получилось маточку посадить в изолятор. Матка у нас в изоляторе. Вот в таком вот. Это рамка Ставим к сушит. открытому расплоду. Держи рамку аккуратно. Инна молодец. Нет, Инна не молодец. Инна после меня вела пальцы и... Зачем ты секрет фирмы выдаешь? Влезло, все нормально? Все нормально. Все, ребят, это впервые в жизни мы изолируем маток. Цель наша — уйти от заклещеванности. Ну и по нашему предположению, что эта семья была в предроевом состоянии, были мисочки, вовсю гонят трутня, чтобы они у нас не начали роиться, потому что будут роиться, работать не будут. Сейчас вот Инна еще обратила внимание, что кормов не так много, потому что погода у нас то снег, то дождь стоит. Инна вот ложит рамочку сверху, наверное, по диагонали, чтобы закрылся улей, как мы ложили весной. Положим одну рамочку с подкормкой им. Сегодня, напомню, у нас 17 мая 2022. Для нашего видеожурнала. Вот такая вот картина. Это такой вот завершающий маневр в конце этого дня. Вот так вот у нас. Вот видишь, я не всех убила. Ну да, Инна сказала такую фразу: я не всех убила, потому что она убила при метке одну матку, получается. Этого мы не знаем. Да, но этого точно утверждать мы не можем, но мы предполагаем, что произошло убийство матки при неаккуратном процессе метки маток. Такое бывает, наверное, у начинающих. Мы в их числе. Ну, в общем, мы будем дальше следить, что станет с этой семьей. Всем пока!